Продолжаем наши уроки. Тема сегодняшнего урока будет компонент. Это очень важный и интересный элемент, который позволяет во многом упростить работу. Давайте посмотрим это на примере такого элемента. Создадим вот здесь такой кубик и превратим его в компонент. Как это делается? У нас есть элемент. Значит, мы его должны выбрать и, щелкнув правой клавишей, выбрать «Создать компонент». Нажимаю. Открывается такая табличка создания компонента. Здесь мы можем вписать свое наименование. Ну, например, я напишу куб. А дальше мы можем здесь добавить ему собственные оси. То есть, видите, у нас здесь есть оси синяя, красная, зеленая. Это оси в самом проекте. А мы можем также создать ему здесь оси, чтобы они были непосредственно на компоненте. Ну, это не так часто нужно, но и такая возможность есть. Теперь посмотрите, вот здесь есть кнопочка, которая называется «Всегда лицом к камере». Да, что это означает? Давайте вот посмотрим здесь на эту фигурку, которая есть. Эта фигурка плоская, да, плоская. И как бы мы не поворачивали, и она является компонентом, как бы мы не поворачивали здесь вид, то в любом случае вот эта фигурка будет стоять и лицом смотреть в камеру. Так создаются компоненты, когда необходимо создать, например, плоские модели, которые бы выглядели бы потом при визуализации как 3D модели, что упрощает работу и позволяет создавать модели, ну, почти неотличимые от 3D моделей. Значит, такой вариант тоже есть. Ну, нам это нет необходимости. Нажимаем «Создать». Создали. Вот у нас это получился теперь компонент. И раньше, если помните, когда это не было компонентов, нажав на этой грани, вот передней, у меня выбиралась эта грань. А теперь выбирается все целиком наш кубик. То есть это все является единым объектом. Это нам упрощает во многом жизнь. Упрощает в чем? В том, что мы, например, случайно не нарушим геометрию этого объекта. Мы можем оперировать сразу таким большим объектом. Он может быть сложный. Он может быть состоять, в свою очередь, из нескольких компонентов. И мы можем, допустим, размножать, переносить сразу весь сложный геометрический объект. Ну, давайте мы здесь немножко размножим наш этот объект. Значит, я выбрал точечку здесь и сделаю несколько копий этого компонента. Что дальше можно делать с этим компонентом? Смотрите, если я выбираю компонент и мне необходимо что-то в нем изменить, я щелкаю по нему, и весь фон становится таким сереньким, а сам компонент заключается в объем из точечек, да, точечек. Это означает то, что я могу теперь работать с этим компонентом. И, допустим, я захочу покрасить. Выберу там какой-то цвет и покрашу переднюю грань. Покрасил переднюю грань. Теперь нажимаю «Выбрать», щелкаю на свободном поле. И смотрите, что произошло. Все вхождения этого компонента в проекте, они изменили свой цвет. Да? Все автоматически покрасилось. Ну, представим себе, например, компонентом у нас является окно. Мы окна вставили, их там 100 штук в нашем здании, и мы хотим что-то там поменять в этом окне, чтобы оно по-другому было окрашено, другая текстура или даже форма геометрическая. Все автоматически мы можем поменять. Это, видите, достаточно удобно. Что еще можно сделать с компонентом? Ну, давайте мы этот один компонент выберем. Вот выберем компонент, правой клавишей щелкнем и смотрите, тут есть еще варианты. Можно что? Сделать его уникальным. И вторая команда — взорвать. Ну, давайте мы его взорвем. Что это означает?
взорвали. И теперь смотрите, то есть был компонент, а превратился в обычный кубик, да, обычный кубик, и его мы можем с ним оперировать дальше, как оперировали. То есть он уже не является компонентом, и на остальные он не влияет. Теперь давайте выберем следующий компонент и сделаем его уникальным. Значит, этот компонент, он как был компонентом, так и остается. Но теперь давайте его перекрасим в другой какой-то цвет. Выберем и перекрасили. Дальше. Раз. И смотрите, он компонентом остался, компонент, и это компонент. Но он является уникальным. То есть мы ему можем придать какие-то особые свойства, которые не передадутся на остальные вхождения компонента. Ну, тоже это, наверное, довольно важно. Что еще можно сделать с компонентом? Значит, если мы, вот и выбрали компонент, и дальше мы его можем сохранить как в виде отдельного файла. Можем сохранить. И потом мы можем его, ну вот, например, вот выбрать можем здесь, сохранить как куб. Он у нас, видите, по умолчанию сохраняется как куб. Сохраним, и будет у нас отдельный файл. Потом мы можем открыть, например, другой проект. И вот этот компонент, и уже сохраненный в виде отдельного файла, мы можем его импортировать. Да, вот можем открыть файл. И мы можем здесь его отсюда вот импорт, да, вставить импорт и импортировать уже готовый компонент. Таким образом мы можем создавать себе библиотеку, да, библиотеку различных компонентов. И желательно ее создавать, сохранять себе. А для управления библиотекой есть у нас что? Windows здесь, и здесь есть компонент. Вот, видите, здесь уже по умолчанию здесь есть целая библиотечка компонентов. Ну, например, мы вот можем выбрать какой-то компонент и его сюда себе поставить, да. Его мы не делали вообще, да, мы взяли просто-напросто готовый, да. Ну, вот здесь по умолчанию, видите, есть разные компоненты, которыми мы можем воспользоваться. Ну, и мы можем сюда сохранять свои компоненты тоже, да, свои компоненты тоже. Ну и кроме того, да, выбрав компонент, мы можем получить информацию по нему. Вот информация, и видите, какая здесь информация. Ну, название тут у него имеется, на каком слое находится, дальше, что у него есть. Вот такая по нему информацию можем получить. Вот такой важный инструмент. И вот когда мы делали в предыдущей работе, например, шахматный столик, да, то мы могли бы воспользоваться компонентом. Например, ножки столика сделали в виде компонента одну, и дальше их расставили. Да, расставили. И все, что мы будем делать дальше, мы будем делать с помощью компонента. И еще по ходу дела узнаем о нем немало интересного. И посмотрите, как быстро ведется работа с помощью этого инструмента.